Продолжаем выживание. Сегодня, как я и говорил, будем заниматься зачарованием. Ну или разочарованием. Тут уж как повезет. Полок немного не хватает. Но ничего, сейчас добавлю. Еще кожа нужна. Но тут тоже с ней проблем особо не возникло. Теперь можно уже и чарить. Ну, чары относительно не очень. Вот единственное, что на нагрудник есть там защита 4. Ну, думаю, сначала дособеру сет. Вот настало время испытать наш механизм. Обязательно ставим блокировку вращения, чтобы он не крутился в разные стороны. Загружаем рельсы, активируем. Теперь нужно подтолкнуть немного, он поехал, а эту конструкцию лучше убрать. Все, теперь он будет сам ехать, а наша задача это освещать за ним проход и собирать те руды, которые остаются после него. Вот алмазы тут, золото. А вот почему важно освещать. Тут на меня уже вылез скелет зомби. Ну пусть они сами друг с другом разбираются. Я пока пойду освещу. Так, тут еще 2 скелета. Сколько можно? Ну ничего, сейчас я их порешаю. А ну-ка. Оп. Скелет убил зомбаря. Пусть они еще подерутся. Тут важно, пусть они разбираются друг с другом сами, а я добью победителя. Такая тактика. И теперь можно защищенные мной алмазы пособирать. И походу мы приехали. Тут начинается пещера большая. В целом алмазов мне этих хватит пока что. Можно сворачиваться. Дособирал сет. И теперь мне нужно опыта нафармить в аду. Для этого отлично подойдет кварц. Теперь можно зачаровать. Ого! Хорошие чары, кстати. И прочность, и защита. Ну, тут так себе уже на тапочке, только прочность, ну. И вот еще прочность за 2 уровень теперь на кирку. Вот в чем логика этого стола. Еще один хороший способ получить книги – это жители. В отличие от стола, они более предсказуемые и легко покупать то, что нужно. Лучший способ своровать жителей из деревни – это использовать счастливого гаста. На этой версии гастов еще нет. И в этом мне поможет как раз таки новый мод Create Aeronautica. И при помощи него я планирую построить своего механического гаста. Для начала мне нужен медовый клей. Он работает почти так же, как обычный, но внутри склеенной зоны можно взаимодействовать с механизмами. То есть вращать их, рассоединять. Этот момент, кстати, можно будет увидеть во 2 части. Там как раз таки наглядный пример. Ну а тем временем я создаю установку, чтобы можно было мед заполнять. Вот он будет поступать. Нашел улей, он там был один во всем лесу и во всех окрестных лесах. Вот как-то так не повезло мне на улье. Поэтому с пчелами надо аккуратно, чтобы они выжили. Потому что не так долго его готовят этот мед. Вроде бы за мной погони нету, поэтому спокойно возвращаюсь на базу. Так. Почему-то не работает. Секундочку. А, я понял, тут надо еще больше меда. Ну, то есть там у нас 1 бутылка, а надо 2. Ну что ж. 1 пошел, 2 пошел. Так, и вот мед наконец-то. Работаем по старой проверенной схеме. Сначала в воду, чтобы они не достали точно, а потом до базы. И... странно. Бутылочки они наполняют, а почему-то из листа клей делать не хотят. Не понимаю. Я пробовал разные варианты. И без депо, и вместе с ним и просто на блок ложил. Бутылочки они наполняются, а сам этот железный лист нет. В итоге я решил, что просто нужно больше меда. Поэтому пришлось еще долго гоняться за этими пчелами несчастными. Но все равно ничего не помогло. Я подумал, что это какая-то ошибка. Зашел в отдельный мир в креативе, и там все работало. Потом, когда я сюда вернулся, чтобы еще раз проверить, оно снова все заработало.
Оказалось, надо было просто перезайти. Тем временем я начинаю создавать основу нашего дирижабля. Установил 2 винта, горелку. Теперь создаю рычаг особый для управления, кстати, очень удобный. И теперь можно создавать сам воздушный шар. Он так пружинит, как будто батут такой небольшой. Еще мне нужен особый двигатель. Однако в его крафте используется такая вот штуковина, которую нужно создавать довольно сложно. Нужно обрабатывать железный лист сначала на пиле, потом под прессом. И так 8 кругов. Да, это будет тяжело. Ну что ж, поехали. И последний. Готово. Блин, он в последний момент. Ну что ж, пришлось мне пройти эти 8 кругов ада еще раз. В этот раз все прошло удачно. И наконец-то у меня получилось создать двигатель. Он будет нужен для того, чтобы управлять винтами. Нужно поставить будет реверсивки и сцепления, для того, чтобы управлять этими винтами. Теперь кидаем сюда дрова, двигатель начинает вырабатывать энергию, и винты начинают вращаться. Сейчас они толкают этот дирижабль назад, а при переключении передач начинают двигаться вперед. Также их можно переключать при помощи гаечного ключа. Теперь проверяем горелку. Выставляю на максимальную мощность и вроде бы работает. Но лучше пока не переусердствовать, чтобы не улетело. Теперь нужно привязать наш воздушный шар к основной конструкции, чтобы точно не улетел. Тут такие вот прикольные веревочки есть. И все это склеить. Так, теперь включаем физику. Вот так вот она делается красиво. И горелку на полную. Можем взлетать. Но сейчас должно нагреться. Но почему-то мы не летим. Я подумал, что не хватает объема, и поэтому пришлось немножечко увеличить наш шар. Теперь-то, я думаю, должен взлететь. Также еще можно проверить по вот этой штуке. Но почему-то у меня она не отображается. Если кто знает, как это исправить и от чего это может быть, то подскажите, пожалуйста. Вот я физику выключил, она не работает совсем. Когда включаю физику, почему-то черный экран. Ну а там должна быть такая картинка красивая. И тяга тоже не отображается. Я с вами надолго не прощаюсь. Из-за 10-минутного ограничения мне пришлось разделить этот ролик на 2 части. Поэтому смотрите следующую.